Здравствуйте! С вами вновь Лариса Левинская, и сегодня я предлагаю поговорить о здоровье, а именно о таком замечательном продукте, как фрукт нони, и его влиянии на наш организм. Фрукт нони, если по-научному это Morinda citrussolistная, он родом из Южной Азии. Благодаря полезным свойствам этого замечательного фрукта Morinda citrussolistная рассажена человеком по всему южному побережью Тихого океана. Названия существуют самые различные. Мы называем чаще этот фрукт нони. На Гавайях его называют сырный фрукт. В Индии называют индийской шелковицей. В Австралии называют канадским деревом. На Таити нона и так далее. Что же собой представляет этот фрукт? Растет это дерево, довольно невысокое, высоту 7 метров, корни достигают 20-21 метра в глубину. Произрастает оно и в тропических лесах, и на каменистых склонах, или засаленных, очень неприхотливое растение. Фрукты у них, вот должно видеть на изображении такого зрелые фрукты, они похожи на картофельную, с длиной 4-7 сантиметров. В зрелом виде они белые либо светло-желтые. Зеленые, несозревшие фрукты, они зеленого цвета. На вкус этот фрукт немножко слегка горьковатый, и по запаху, по вкусу напоминает такой заплесневелый сыр. Но тем не менее есть целые регионы на островах Тихого океана, которые питаются только фруктом нони. Целых регионов. Чем же уникален этот фрукт? Мы используем, в данном случае для чая, мы используем высушенные плоды, однако все дерево является уникальным. И используют семена этого фрукта для очищения кишечника. Компрессы из листьев накладывают на кожу для обезболивания, для устранения кожных воспалений. Кору используют для борьбы с кровотечением. Экстракты корней нони используют для снижения высокого кровяного давления. Экстракт цветов нони используют для устранения боли в глазах. То есть все дерево является съедобным свойством. О пользе нони знали еще 2000 лет тому назад, еще древние кахуны, это гомеопаты на Гавайских островах, они лечили племена своих сородичей, лечили именно благодаря растению нони. Интерес к нони в современной цивилизации появился в начале 90-х годов. Проведены многочисленные исследования, и на сегодняшний день этот фрукт нони заслужил огромную популярность во всем мире. Его любят и ценят во всех уголках нашей страны. Вы спросите меня, чем же уникален этот фрукт и чем он заслужил такую популярность во всем мире? Я не буду подробно рассказывать о составе этого фрукта, о количестве аминокислот, которые он содержит и так далее. И кому это будет интересно, информации очень много в интернете, и на ютубе, и специальная литература, целые тома написаны об этом замечательном фрукте. Если кратко расскажу, что нони воздействует на наш организм на клеточном уровне. Он увеличивает иммунитет, он помогает улучшить работу сердца и кровеносной системы. Он прекрасно обезболивает, помогает нормализовать кровяное давление. Нони – это фрукт, который помогает на ранних стадиях остановить рост раковых опухолей и замедлить их развитие. Нони, он также помогает бороться с доброкачественными. У меня есть свои показания, свои отзывы после применения этого фрукта.
расскажу о том, как я лечилась. Да, давно было, ну, не так давно, года 2 назад. Лечилась в частной клинике в Кишиневе, лучшего эндокринолога Молдовы. Ну, однако лекарства, которые были мне прописаны, не пошли мне на пользу. Были обнаружены узлы щитовидки, щитовидной железе. Не было должного эффекта. Полгода лечения, масса средств было вложено на лечение. Но тем не менее. К чему я пришла к выводу, что тратить деньги на официальную фармакологию я больше не хочу. Попробую фрукт нони, если так все его хвалят, то он замечательный. Это было решение принято правильно. 3 месяца я пила чай нони, затем месяц подождала, пока действие чая еще будет продолжаться, и сделала УЗИ. Самое обычное УЗИ щитовидной железы на специальном аппарате. Вот, пожалуйста, результат. Я потом выложу подробно, экрана, чтобы вам было понятно, потому что о нони можно говорить долго, а факт вещь упрямая, и думаю, они на вас подействуют. Пожалуйста. Ноябрь 2013 года УЗИ в щитовидной железе 10,5 на 8,5. Да, мне УЗИ, мне никак не могу избавиться. Чай с боровой маткой красной четкой не помогало в данном случае. Более ранее уже убрались, а это оставался. И вот, пожалуйста, сентябрь 2014 года, контрольная проверка. Нет УЗИ. Вот делайте выводы. Нужен вам такой чай? Нет. Вроде бы подумаешь, что узлы щитовидки. Ну, во-первых, они могут провоцировать развитие раковых заболеваний, а молодым девушкам опасны эти узлы, поскольку при наличии узлов щитовидки эндокринолог может просто дать запрет на рождение ребенка. Для любой женщины это очень важно. Ну, делайте вывод. А практически по опыту скажу, каждая вторая женщина имеет те или иные проблемы с щитовидной железой. Либо это отклонение по гормонам, либо это узлы, а либо и то, и то. Так, вернемся к нашему чаю нони, к пользе, которую он оказывает. Чай нони это настоящий кладезь здоровья. У вас плохое настроение, вас одолевают тягостные мысли, ничего не хочется делать, апатия, бездействие. Выпейте чай нони, моментально глаза горят, есть желание что-то творить, что-то действовать, дальше развиваться. И я могу еще продолжать огромный перечень составить болезней, которым, да, есть показания замечательные отзывы по применению при сахарном диабете. Тоже очень довольно распространенное заболевание. Уменьшается критическое содержание сахара в крови. При диабетической стопе тоже есть отличные отзывы и так далее. Запомните для себя, что нони – это настоящий эликсир здоровья. Что же предлагает компания Тианде? Компания Тианде предлагает нони в виде чая. Это засушенные плоды, потому что большинство производителей предлагает нони в виде сока. Ну, во-первых, все мы знаем, что если нони растет далеко в Южной Азии, на берегах Тихого океана, к нам сюда его привезти без консервантов просто нереально. Представьте себе, в соке есть консерванты. Также неизвестно точный состав сока, что бы там написал производитель. Возможно, он разбавляет его другими компонентами. Какой процент там фактически сока нони стоит, тоже неизвестно. Компания Тианде – это засушенные плоды нони. Они засушенные. Сейчас покажу. Пакетик вот такой. Да, вот так пакетик. Это выглядит как обычный чай. Запах немного напоминает на запах сырный пакетик с сыром. Это просто засушенные плоды. Я потом покажу, как правильно применять чайную. То есть 100% натуральный продукт, никакой химии, никаких консервантов, исключительно на благо вашего здоровья. В одной упаковке содержится 15 пакетиков, вам этой упаковки хватит на месяц применения чая нони.
Упаковка стоит по каталогу 583 рубля. С одной стороны, вроде бы дорого, да, но учитывая тот комплекс проблем, которые решает НОНИ, учитывая дороговизность наших лекарств в аптеках на сегодняшний день, и учитывая самый главный фактор, что самое ценное у человека – это его здоровье, все ваши материальные блага накопленные, машины, квартира, дачи, меха и так далее, драгоценности, они не будут присваивать вам абсолютно никакого значения. Потому что вас нет. Вы можете задать справедливый вопрос. В упаковке всего 15 пакетиков. Каким же образом 15 пакетиков может хватить на целый месяц применения чая нони, так, чтобы и польза для организма была, и не очень обременена для семейного бюджета? Рассказываю, как правильно использовать чай нони. Открываем пакетик. Используем каждый пакетик 4 раза. Утром за полчаса до еды натощак выпиваем чай нони. Затем в обед тоже за полчаса до еды выпиваем чай нони. В это время в перерывах где-то перекладываем в холодильник либо в прохладное место заваренный пакетик. На следующий день опять повторяем это же с тем же самым пакетиком. За полчаса до еды завариваем, пьем натощак чай нони. И затем за полчаса до еды во время обеда. Вечером чай нони пить не рекомендуется. Крайний срок приема чая нони 6 часов вечера. Ничего плохого в вашем организме не произойдет. Просто чай оказывает бодрящее действие, чтобы не было у вас проблем со сном. Итак, как я делаю? Я приготовила горячую воду температурой 85-90 градусов. Кипятком мы чай нони не заливаем. Никакого сахара при применении чая не используем. И ждем буквально 2-3 минуты, чтобы чай изменил цвет, вода изменила цвет. Нам не надо заваривать его длительно. Почему температура не 100 градусов? Потому что целебные свойства сохранились. И при каждом заваривании у вас будут открываться новые фракции, и по-разному будет, по-особенному будет воздействовать чай на ваш организм. Ну вот чай изменил свой цвет. Этого будет достаточно. Я отжимаю содержимое пакетиков, перекладываю в упаковку и до следующего времени, например, за полчаса до еды натощак. Рекомендуют специалисты добавить чайную ложечку меда, если мед у вас есть, усилить действие чая. Принимаем не спеша, аккуратно глотками, небольшими глотками чая. Что еще хочу сказать, что нони, его можно применять с традиционными препаратами, он будет усиливать действие лекарств, которые вы пьете. Советуют, конечно, специалисты перед тем, как применять чай нони с вашими таблетками, с вашими определенными настоями, провести консультацию с лечащим врачом. На вкус тот же сырный вкус. Запах тоже очень приятный. Никакой горечи нет. Можно спокойно пить и без меда. Так, вы выпили, допустим, вы представьте себе, выпили уже первый день утром натощак, второй день утром перед обедом, да, ну, за полчаса до обеда. Затем, опять же, второй день принимаете утром за полчаса до еды, и потом в обед за полчаса до еды. Есть такая особенность. Поскольку, как я сказала, в нони это фрукт, которого любая его часть, она полезна, вы не выбрасываете пакетик. Вот как это делать. Просто-напросто перед тем, как вот уже использовали его в 4-й раз, разрываете пакетик, высыпаете содержимое, вот такие вот, это сушеные плоды, как я говорила, они такого коричневого цвета. Спокойно, ничего не опасаясь, смешивайте со своей пищей, каша, суп, что вы там в обед едите, неважно. Перемешивайте и съедаете. Таким образом вы еще более усиливаете полезные свойства нони при воздействии на ваш организм. Возможно, какие-то косточки, крупноватые кусочки попадаются, вы их откладываете в сторону, так в основном все прекрасно съедается, на пользу вам, вашего здоровья. Вот и все, что я хотела вам рассказать о замечательном фрукте нони.
замечательном чайном, который предлагает компания Тенден. Любите себя, будьте здоровы, вместе с чаем. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи.